Все, кто переходит на электронные сигареты, вейпы, как более здоровую альтернативу курения, на самом деле остаются на них навсегда. Всем привет, меня зовут Владимир, и я занимаюсь развитием физических и психологических возможностей человека. Сегодня мы поговорим о никотине и о его влиянии на ваше физическое и психическое здоровье. Предыдущие 8 статей про воду, фрукты, жиры, алкоголь, кофеин и другие важные видео смотрите на моем канале. Ссылку я оставлю на него в описании к данному видео. Прямо сейчас подпишитесь на канал для того, чтобы не пропустить выход следующих видео. Поставьте палец вверх, и если у вас будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Также я рекомендую отправить это видео своим родным и близким, для того, чтобы как можно больше людей узнало правильную информацию и смогло принять верное решение для здоровья себя и своей семьи. Никотин — это алкалоид, ядовитое вещество, которое научились вырабатывать растения для того, чтобы защититься от поедания насекомых. Насекомых этот яд делает бесплодным. Но на самом деле не только их. В нашем теле есть рецепторы, которые связываются с никотином. Именно поэтому никотин оказывает влияние на наш организм. А именно, влияет на работу нашего головного мозга и вносит серьезные изменения в работу дофаминовой системы, которая отвечает за вознаграждение и мотивацию совершать и делать какие-либо действия в нашей жизни. Употребление никотина вызывает резкое высвобождение дофамина. То есть краткосрочно вы получаете повышение мотивации, бдительности, внимания, концентрации. При этом никотин снижает ГАМК, так называемую гамма-аминомасляную кислоту, которая является тормозящим нейромедиатором в нашем теле. Она позволяет нам быть более спокойными, уравновешенными, иметь больше контроля над собой и своими действиями. Если сказать еще проще, то это то, что нас замедляет. И вот никотин как раз-таки блокирует этот компонент. Если провести аналогию, то употребление никотина — это то же самое, что нажать педаль газа в автомобиле до упора и при этом вообще не пользоваться тормозами. Также никотин повышает ацетилхолин. Это такой нейромедиатор, который повышает концентрацию внимания, обучаемость, запоминаемость информации. Именно поэтому многие, когда покурят, чувствуют, что им легче сосредоточить свое внимание на каких-то важных делах. Но этот эффект очень и очень краткосрочный. Он начинается через 2-15 минут после употребления никотина и длится до 45 минут. А распад никотина в нашем организме происходит до 2 часов после употребления. Сейчас вы можете самостоятельно понять, как формируется зависимость от никотина, когда человек хочет поддерживать постоянный уровень никотина в крови и курит каждый час. Согласитесь, что это очень интересные эффекты. Получается, что никотин повышает нашу эффективность. Но какой ценой? Есть несколько способов доставки никотина в ваш организм. Первый — это все, что связано со сжиганием, то есть это курение сигарет, сигар, кальянов. И второй — это электронный способ, то есть это вейпы, электронные сигареты и прочие электронные устройства по доставке никотина в ваш организм. Когда вы курите сигареты, сигары, кальяны, то вместе с никотином вы потребляете огромное количество смолы, продуктов горения, от 4 до 7 тысяч различных токсинов, которые повреждают ткани и клетки вашего организма. В первую очередь повреждаются эндотелиальные клетки вашей кровеносной системы. Это внутренний ковер ваших кровеносных сосудов, который позволяет сжиматься и разжиматься сосудам, изменяя их пропускную способность. Это приводит к нарушению доставки питательных веществ ко всем органам, тканям и клеткам вашего организма. Страдает сердечно-сосудистая, гормональная, нервная, репродуктивная системы и, конечно же, ваш головной мозг. Помимо этого, продукты горения, которые физически попадают в ваши легкие и покрывают альвеолу изнутри слоем смолы, а это именно та часть, которая отвечает за перенос кислорода в кровь, в итоге приводит к тому, что вашему организму сложнее получать кислород и выводить углекислый газ из тела. То есть физически блокируется перенос кислорода и вывод углекислого газа. Если вы когда-нибудь открывали фильтр от сигареты и смотрели, что там внутри, или, например, заглядывали в трубку кальяна, то вы видели там сажу и смолу на стенках. Вот то же самое происходит и с вашими легкими. Вы создаете физические препятствия для доставки самого важного питательного вещества для каждой клетки вашего организма. Это кислорода. Есть такое мнение, что кальян якобы менее вреден для здоровья, потому что дым проходит через воду и якобы очищается. На самом деле это полная ерунда.
вода. Дым в воде никак не очищается, он также вместе со всеми примесями и токсинами проходит через воду и попадает в ваши легкие. Более того, кальян в 100 раз опаснее, так как с одной затяжкой вы потребляете в разы больше токсических веществ и дыма. Вы можете спросить, а что это за токсические вещества? Сюда входят канцерогены, аммиак, смолы, формальдегиды и самое опасное вещество — это кадмий. Это тяжелый металл, который блокирует усвоение кальция, магния, натрия, цинка и ряда других жизненно важных макро- и микроэлементов, которые отвечают за здоровье вашего организма. Все, о чем я рассказал, приводит к повреждению клеток и как следствию рака носа, глотки, гортани. Я хочу напомнить, что рак образуется только в слабых поврежденных клетках вашего организма, а если вы их намеренно повреждаете токсическими веществами, то вы просто ждете, когда это с вами произойдет. А оно рано или поздно произойдет. Я недавно наткнулся на очень интересную статистику, что употребление одной пачки сигарет в день снижает продолжительность человека в среднем на 14 лет. Самое интересное, что ведь на каждой упаковке написано «это тебя убивает», там «курение вредно», показывают различные ужасные картинки, но вы в это просто не верите. Да, вы действительно в это не верите, потому что вы не умираете от одной сигареты сразу и травите себя медленно, долго и по чуть-чуть. Эти надписи просто не воспринимаются и имеют даже обратный эффект. То есть нет глубинного осознания проблемы. Нам с детства постоянно во всех фильмах показывали главных героев, крутых парней и девчонок, которые пьют, курят, употребляют наркотики. И нам создают впечатление, что это нормально, так и должно быть. И при этом никто от этого не умирает. Когда мы смотрим с вами фильм, то мы бессознательно всегда отождествляем себя с главным героем и хотим быть на него похожими. И, соответственно, потом в жизни мы пытаемся повторить то, что делал этот главный герой. Если он курил, то мы хотим курить, причем желательно тот же бренд. Если он пил алкоголь, то мы тоже хотим пить этот алкоголь. И так со всем остальным. Мы очень и очень заразительные. И вот многие говорят, что вроде бы уже все осознали, понимают, что вредно, прочитали какие-то книги, но бросить все равно не могут. Что делать? Смотрите, вы вроде бы все знаете, но на самом деле глубинно вы это не осознаете. Вам нужно глубоко осознать, что курение — это на самом деле не ваше желание. Вас просто развели, обманули и навязали какую-то ерунду, которая на самом деле вам вообще не нужна. И теперь просто продают вам этот товар, так как вы уже без него не можете обойтись. И когда вы начнете осознавать, что это не ваше желание, что это желание других людей, которые при этом тратят миллиарды долларов на рекламу в кино и на телевидении для того, чтобы поддерживать у вас к этому интерес, то вдруг желание покурить начинает куда-то пропадать, потому что вы не сами это выбрали. А вам кто-то это просто подсунул. Ладно, я сейчас не буду это разбирать. Есть множество методов и техник, которые я как раз-таки разбираю в закрытой группе и которые позволяют отказаться от вредных привычек и решить эту проблему, и при этом максимально, насколько это возможно, восстановить свое тело и здоровье. Давайте сейчас поговорим о другом, еще более опасном способе доставки никотина в организм, а именно об электронных сигаретах, вейпах, айкосах и вот всей этой прочей ерунды. Помимо того, что носителем никотина во всех этих электронных устройствах является глицерин, а он очень негативно влияет на наши легкие и на усвоение макро- и микроэлементов, так самая главная опасность всех этих электронных устройств — это то количество никотина, которое вы употребляете при курении. Потребление никотина при использовании этих устройств в разы выше, чем курение обычных сигарет. И, соответственно, выброс дофамина будет в разы выше. А это значит, что последствия для мозга становятся просто катастрофические, а отказаться будет практически невозможно. Как я сказал раньше, дофамин отвечает за наше удовольствие от жизни и мотивацию делать что-либо. Когда мы начинаем получить дофамин просто так, не прикладывая к этому никаких усилий, это приводит к печальным последствиям. Зачем что-то делать, если можно просто покурить и почувствовать себя лучше? И при этом это можно делать постоянно. Смотря по сторонам, я вижу, как много молодых людей употребляют электронные сигареты, и мне становится страшновато, ведь я понимаю, что их мозг уже претерпел серьезные изменения в работе дофаминовой системы. Депрессия, прокрастинация, нежелание заниматься спортом, низкая мотивация к учебе. Да такому человеку все просто в жизни становится неинтересно. Вейпинг и прочие устройства очень быстро и в большом количестве высвобождают никотин в вашу кровь. Гораздо быстрее и больше, нежели чем даже при обычном курении. Мозг к этому привыкает
И больше нигде такого в жизни он получить не может. Поэтому зависимость от электронных устройств невероятно высокая. Все, кто на них переходит, как на типа более здоровую альтернативу, остаются на них навсегда. Поэтому лучше на самом деле даже не начинать. По факту, это биологическое оружие с высочайшей скоростью формирования зависимости, которое приводит к изменениям в работе вашего мозга в системе вознаграждения и мотивации. И это будет влиять на все аспекты вашей жизни. И так как эти устройства появились совсем недавно, то еще нет даже никаких долгосрочных исследований о том, как это повлияло на человека там, через 10, 15, 20 лет. По факту, все, кто использует такие устройства, участвуют в эксперименте над собой. То, что сейчас точно можно подметить, так это резкий рост числа курильщиков электронных устройств. Если обычные сигареты курит около 1 миллиарда человек в день, то вейпов за последний год стало курить около полумиллиарда человек на нашей планете. И это число стремительно растет. Оно растет, потому что отказаться практически невозможно. Потому что через 4 часа после прекращения поставки никотина в кровь у вас стремительно повышается уровень стресса, волнения, нервозности, и при этом резко падает уровень дофамина. Появляется расфокусировка и снижение концентрации. Вы испытываете сильное чувство неудовлетворенности своей жизни и дискомфорт. И, конечно, вы хотите это прекратить как можно быстрее и снова вернуть все назад, поставив порцию никотина в свой организм. И чем выше эта порция, тем сильнее потом будут все эти эффекты. Вы просто попадаете в замкнутый круг. Друзья, если вы хотите повысить фокус и концентрацию внимания, то для этого есть множество других, более здоровых для вашего организма способов, которые не несут в себе никаких негативных последствий. Друзья, еще раз, я не призываю вас ни от чего отказываться, я лишь делюсь с вами информацией, чтобы вы ясно осознавали, с чем имеете дело и смогли принять правильное решение самостоятельно. Просто поразмышляйте об этом. Ведь за вашим желанием стоят огромные, многомиллиардные бюджеты, которые тратятся на рекламу, чтобы повысить ваше желание попробовать этот продукт хотя бы один раз. Обязательно отправьте этот пост своим родным, близким и тем людям, кому это может быть полезно. Если вам нужна помощь, чтобы восстановить свое тело и здоровье, сбросить лишний вес, привести себя в форму, повысить уровень энергии своего тела, то приглашаю вас вступить в мою закрытую группу, где я рассказываю о том, как это сделать естественным способом, с помощью питания, различных физических упражнений, корректировки образа жизни и многого-многого другого. В группе собрались очень интересные люди, которые объединены общими целями и интересами здорового питания и здорового образа жизни. Присоединяйтесь к нам, когда в следующий раз откроется набор. Чтобы узнать об открытии набора, обязательно запишитесь в предварительный список по ссылке, которую я оставлю в описании к данному видео. В следующем видео мы поговорим с вами об очень быстро набирающем популярность наркотическом веществе, а именно о каннабисе, или другое название марихуане. Друзья, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить выход этого видео. С вами был Владимир Горохов. Обязательно позаботьтесь о себе, ведь никто, кроме вас, лучше этого не сделает. Пока-пока.